Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре MIDI-клавиатура Donor Music D25. Ну и начну с того, что оговорюсь, это не просто MIDI-клавиатура, это на самом деле полноценный MIDI-контроллер, потому что здесь у нас есть целых 4 крутилки, 4 кнопки, 8 пэдов, ну и, естественно, все остальные атрибуты стандартной MIDI-клавиатуры. Этот прибор легко дружит с любой DAW, то есть программа, к которым относятся Ableton, Logic, Pro Tools и так далее, и так далее. Там даже есть у них в списке и Reason, и Cubase, и еще более редкие DAW. То есть очень удобно этим портативным MIDI-контроллером оперировать с различными вот этими программами. И давайте, собственно, сейчас мы на это и посмотрим. Ну и для начала давайте обратим внимание на клавиши. Клавиши здесь у нас на самом деле полноразмерные, причем очень такой прикольный дизайн. Они сделаны под дерево, даже с такой вот нарисованной текстурой. Да, кстати, друзья, не обращайте внимания на мои грязные руки. Вчера ходил за грибами в лес, 2 ведра маслят набрал. К сожалению, пока вот это вот все не очень хорошо отмывается, поэтому вам придется лицезреть мои такие черные ногти. Тем не менее, значит, клавиатура у нас здесь velocity чувствительная. То есть громче, тише мы нажимаем и получаем более громкий или тихий звук. Но у нас при этом здесь есть кнопочка Full Level. Если мы ее нажимаем, то мы отключаем velocity чувствительность. Вот как бы я легко или сильно не нажимал, у нас звук не меняется. Это, в принципе, удобно, это может быть полезно для записи там каких-то барабанных партий или синтезаторных. Вот. Дальше у нас здесь есть кнопка смены октав. И кнопка транспоз, которая, ну, также точно по полтонам у нас транспонирует, что очень удобно, если вы, например, не умеете играть в какой-то другой тональности, привыкли все играть в до-мажоре по белым клавишам. В общем, можно легко уйти от ответственности черных клавиш. Дальше, если мы включим, скажем, барабанный трек, вот здесь выберем, то мы можем использовать не только клавиши, но и пэды. И у нас здесь есть кнопка Pad Bank, которая переключает пэды, да, у нас здесь 8 штук, а вот, например, барабанных звуков в банке у меня целых 16. То есть я могу нажать, поменять банк. Ну, дальше у меня здесь просто заканчиваются звуки, но, в общем, здесь есть такой скроллинг по разным банкам, и это очень удобно. Ну, также можно те же самые звуки барабанов играть и на клавиатуре. Ну, соответственно, это очень классно, когда у вас есть выбор. Вы можете на пэдах что-то набить, вы можете на клавиатуре что-то набить, что вам больше нравится. Вот. Дальше, что касается фейдеров и вот этих кнопок, их можно мапить и назначать на любые параметры. Ну вот у меня здесь такой проект простой, из 4 дорожек всего состоит. И, собственно, я вот эти вот все крутилочки, энкодеры на баланс замапил. Да, вот посмотрите, меняется лево-право, у меня панорама. Вот. А вот эти кнопки я замапил на назначение трека на запись. Да, то есть на самом деле мапить очень легко, по крайней мере в Ableton, ну и в принципе в любой DAW, насколько я знаю, да, вот мы нажимаем, например, вот кнопку MIDI Mapping и дальше выбираем любой параметр, ну скажем, вот я хочу еще Send, да, я нажал его и все, у меня появилось теперь в списке параметров Send. Теперь я одновременно кручу. И когда я кручу этот энкодер, у меня, смотрите, меняется и баланс, и уровень сенда, что, ну, по-моему, супер удобно. И вы можете кастомизировать под любой проект, под любую задачу, собственно, работу этих крутилок, этих пэдов, вообще любую ручку в любом MIDI-контроллере всегда можно кастомизировать и замапить так, как вам нравится. Ну и давайте накидаем сейчас биток, используя этот MIDI-контроллер и его различные возможности.
Давайте теперь запишем бас. Чуть пониже на октаву. Погнали. Теперь запишем звук пэда. Поехали. Ну и давайте запишем какую-нибудь мелодию теперь. Также хочу заметить, что я не упомянул об вот этих двух колесиках. Это питч и модуляция. Собственно, стандартная история, которая есть в абсолютно всех синтезаторах и MIDI-контроллерах. Работают они именно так, как они работают везде. Поэтому, больше добавить и особо рассказывать здесь нечего. Вот, что касается этого MIDI-контроллера, что мне понравилось? Мне понравилось то, что он, конечно, очень портативный, и в рюкзак он влезет, и там, я не знаю, если у вас какая-нибудь гитара, то, в принципе, наверное, даже в чехол гитарный влезет, там, если большой карман. То есть можно с собой возить на гастроли, можно в отпуск возить. Также мне понравилась клавиатура, в отличие от конкурентов многих, с маленькими клавишами, да, более узкими, более такими и по ширине самой клавиши, и в целом как бы по глубине. Здесь практически полноценные клавиши. Если вы пианист и привыкли именно играть на таком стандартном фортепианном размере, то вам будет очень комфортно. Пэды здесь удобные, крутилки, как я вот продемонстрировал, мапятся очень быстро, легко, можно для ваших нужд с любым проектом подружить, и это очень здорово. Достаточно простая MIDI-клавиша, на самом деле, здесь нет каких-то прям глубин больших, но она очень функциональная, выглядит симпатично, играть на ней удобно, комфортно. Различные, кстати, подсветочки здесь есть. То есть стильный лук и удобство использования, что нам еще надо. Друзья, на этом все. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. И до скорых встреч. Увидимся. Йоу, как там было? Перфокарта дискета. Скейтборд. Йоу, скейтборд, перфокарта. Лисички. Поехали. Маслята. Скейтборд, перфокарта, лисички, маслята. Йоу.